Представьте себе, еще каких-то 5 лет назад мало кто поверил бы, что Volkswagen начнет сдавать позиции в Китае. Казалось, это просто невозможно. Ведь именно китайский рынок долгие годы был для немецкого бренда настоящей золотой жилой, а сами автомобили Volkswagen пользовались огромной популярностью у миллионов покупателей. Но времена меняются, и очень быстро. Китайский рынок оказался куда более непредсказуемым и требовательным, чем многие ожидали. Пока мировые автогиганты привыкали к новым условиям, местные производители буквально совершили рывок вперед. Они начали предлагать современные технологии, смелый дизайн, интересные функции и при этом сохраняли привлекательные цены. И вот тут для Volkswagen начались непростые времена. Автомобили бренда постепенно перестали удивлять публику, стали выглядеть менее свежо на фоне конкурентов, а интерес покупателей начал снижаться. Итог не заставил себя ждать, продажи начали стремительно снижаться. В какой-то момент стало очевидно, продолжать работать по старым правилам уже не получится, и тогда Volkswagen решил перевернуть страницу. Компания делает ставку на совершенно новый подход, более современный дизайн и технологии, которые сегодня действительно важны для покупателей. Похоже, немцы готовы начать новую главу своей истории в Китае. Для этого немцы пошли на тесное сотрудничество с местными компаниями, одной из которых стал XPeng. И именно результатом этого партнерства стал новый ID Unix 07, среднеразмерный электрический седан, уже привлекший к себе немало внимания. И следует признать, причины для этого есть. Автомобиль получил современное оснащение, значительный набор технологий, достойные характеристики и при этом очень неожиданную цену. Базовая версия этого автомобиля стоит около $19 200. Но на старте продаж действует специальное предложение, благодаря которому ценник падает до весьма привлекательных $16 200. Но цифры на бумаге – это одно, а реальная привлекательность автомобиля – совсем другое. Так что главный вопрос остается открытым. Действительно ли эта новинка способна заинтересовать покупателей и помочь Volkswagen вернуть свои позиции на крупнейшем автомобильном рынке планеты? С первого взгляда становится понятно, это уже совсем другой Volkswagen. Забудьте о скучном и слишком сдержанном дизайне. Теперь автомобиль выглядит намного смелее и современнее. Посмотрите на переднюю часть. Агрессивная светодиодная оптика, крупные воздухозаборники и спортивный спойлер сразу намекают, что скучным этот Volkswagen точно не назовешь. А в центре внимания подсвеченный логотип. Сбоку кроссовер выглядит динамично благодаря покатой линии крыши и плавному силуэту. Добавьте сюда крупные 19 или 20-дюймовые колеса, и образ становится действительно солидным. Ну а сзади нас встречает модная светодиодная полоса во всю ширину кузова, которая делает автомобиль еще более современным и узнаваемым на дороге. При этом автомобиль не только смотрится стремительно, но и имеет вполне серьезные размеры. Длина кузова составляет 4853 мм, колесная база – 2826, ширина – 1852, а высота – 1566. Если сравнить с другими моделями марки, то ID Unix 07 всего на 108 мм короче флагманского ID7. При этом он на 151 мм длиннее Volkswagen Jetta и на 133 мм превосходит по длине актуальную Tesla Model 3. И такие размеры оказывают непосредственное влияние на практичность. Объем багажника здесь составляет 711 литров. А если сложить задний ряд сидений, пространство увеличивается до 1580. Интерьер лифтбека выполнен в духе полностью цифрового пространства, где все внимание уделяется экранам и технологиям. Здесь сразу 3 больших дисплея, 10 и 2-дюймовая приборная панель, центральный 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и отдельный 12-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Вся эта цифровая композиция дополняется еще большим проекционным дисплеем на лобовом стекле с диагональю 27 дюймов с дополненной реальностью. За работу всей электроники отвечает 8-ядерный чипсет Mediatek 8676. В систему встроен голосовой помощник с искусственным интеллектом. Он умеет распознавать команды от нескольких пассажиров одновременно. При этом разработчики не ограничились только цифровой частью, но уделили внимание комфорту.
В салоне установлен новый двухспицевой руль с физическими кнопками. Решение, которое сохраняет тактильное управление. Есть беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт на центральной консоли, а также комфортабельными креслами с электрорегулировками в 12 направлениях. Они оснащены подогревом, массажем и функцией памяти настроек. Дополняет картину встроенная система ароматизации воздуха. А теперь о приятных бонусах. В салоне вас встречает мощная аудиосистема с 12 динамиками, атмосферная подсветка с выбором из 30 цветов и огромная панорамная крыша площадью 1,6 квадратных метра. Хотите больше света или наоборот спрятаться от солнца? Для этого есть солнцезащитная шторка. Что касается электронных помощников, здесь все зависит от комплектации. Чем богаче версия, тем больше возможностей автономного вождения и умных систем поддержки водителя. Даже в базовой версии этот автомобиль отлично оснащен: 6 камер высокого разрешения, миллиметровый радар и 12 ультразвуковых датчиков постоянно следят за дорогой и помогают уверенно двигаться по маршруту, особенно на трассе. А если хочется еще больше технологий, можно выбрать версию с лидаром. Она открывает дополнительные возможности автопилота и чувствует себя гораздо увереннее в плотном городском потоке. Но самое интересное доступно всем без исключения. Автомобиль умеет запоминать парковочные места и парковаться полностью самостоятельно. Более того, производитель заявляет, что она способна сделать это даже на расстоянии до 2 километров. Главная фишка здесь – совершенно новая электронная архитектура, которую инженеры Volkswagen создали вместе с командой XPeng. Суть в том, что они упростили всю электронную начинку автомобиля. Вместо кучи разрозненных блоков управления все свели в 4 основные зоны. В итоге электроники стало примерно на 30% меньше. Что это дает? Машина быстрее думает и обменивается данными, проводка легче, а сама система проще и надежнее. 07 построен на хорошо знакомой модульной платформе MEB, той самой, на которой уже выросло немало электромобилей концерна. Здесь все довольно просто и без излишеств. Один электромотор установлен на задней оси. Он выдает 231 лошадиную силу и 350 ньютон крутящего момента. Для повседневной езды этого более чем достаточно. Уверенный разгон в городе и спокойный запас на трассе. Питание обеспечивает батарея типа NMC емкостью 60 кВт-часа. По заявлению производителя, на одном заряде можно проехать до 558 км, при среднем расходе около 12,1 кВт-часа на 100 км. Но важно понимать нюанс. Эти цифры получены по довольно оптимистичному китайскому циклу, так что в реальной жизни запас хода будет скромнее. Зато с зарядкой все довольно удобно. С 30 до 80% батарея восполняется примерно за 25 минут. А в будущем Volkswagen обещает расширить линейку и добавить версию с более емкой батареей, что явно добавит машине практичности. Теперь про динамику. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км в час, а разгон до сотни у этого почти двухтонного электрокара занимает 8,1 секунды. За настройку подвески здесь отвечали немецкие инженеры, и все сделано достаточно традиционно. Впереди стоит независимая подвеска типа Макферсон, сзади многорычажная схема. В Китае стартовали предзаказы на новый электрический лифтбэк ID Unix 07. Изначально модель заявили в 2 комплектациях. Базовая версия стоит около $19 200, а более богатая – примерно 20 700. Но самое интересное начинается дальше. Китайский рынок сейчас настолько жесткий и конкурентный, что Volkswagen решил сыграть ва-банк и временно снизить цену для первых покупателей. И разница получилась ощутимая. Базовая версия падает до примерно $16 200, а топовая – до 17 600. Фактически это выглядит как попытка быстро зайти в игру и зацепиться за аудиторию, пока конкуренты не заняли все полки. И да, по сути, Volkswagen предлагает довольно серьезную европейскую альтернативу местным электрокарам. Но делает это с максимально агрессивным ценником, чтобы не остаться в стороне от этой ценовой войны. Это все на сегодня, но маршрут нашего канала только начинается. Ваш лайк и подписка – топливо для новых видео. Комментарии приветствуются, делитесь впечатлениями. Желаем вам ровных дорог, полной заправки и ярких поездок. До скорой встречи на канале.